Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марсункевич, всем добрый день. США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Турцию. Грозят ли российскому газу турецкие СПГ-амбиции? Борис Леонидович, прокомментируйте, пожалуйста. Давайте по порядку. Что касается взаимодействия России и стран Европы по поставкам газа, неважно в каком виде, трубопроводные поставки или в виде сжиженного природного газа, могу только напомнить, что еще в марте 2022 года был принят закон Евросоюза, называется он «Repower EU». Цель данного законодательной инициативы к 2027 году прекратить любые поставки ископаемых энергетических ресурсов из России. Никаких инициатив по отмене этой инициативы не было, соответственно, можем считать, что цель данного состава Еврокомиссии, он, собственно говоря, не поменялся, Урсула фон дер Ляйен по-прежнему ее возглавляет, отказаться от поставок всего, что у нас в России в закромах природных имеется. От угля отказались сразу, от нефти и нефтепродуктов, от нефтепродуктов полностью, от нефти есть исключение в виде южной ветки магистрального нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть по-прежнему поступает в Словакию, Чехию, Венгрию. Остается природный газ, который пока не под запретом, но 27 год, вот он недалеко. То есть, если мы говорим о каких бы то ни было возможностях сотрудничать с Евросоюзом, с европейскими компаниями, временной отрезок у нас вот 27 год. И если что-то там и пытаться отгадать, что произойдет это в начале 27 года или в конце 27 года. С чем это связано, тоже известно. Именно на период конца 26-го, начала 27 года должен состояться массовый запуск новых СПГ мощностей на территории Соединенных Штатов и в Катаре. И там объемы весьма и весьма велики. Катар с 77 миллионов увеличит объем производства до 130, и в планах Катара сомневаться не приходится. Во-первых, Катар-Газ, государственная компания, во-вторых, уже была информация о том, что подписаны долгосрочные контракты на поставки. Завод только начали строить, но уже все известно. Катар от долгосрочных контрактов не отказывается. Так что сомневаться в том, что у него чего-то не хватит, под санкциями он не находится, с финансами все в полном порядке, финансирование со стороны любых банков в полном порядке. Собственно, СПГ «Флот», более сотни танкеров-газовозов, и строятся новые и новые заказы под новые объемы производимого СПГ уже сделаны. Китайские судостроители работают в полный рост и, разумеется, передают привет нашему Министерству транспорта и Объединенной судовой компании. Все ли получится у Соединенных Штатов, сказать сложно. Многие приплетают к этой же теме состоявшуюся законодательную инициативу со стороны мистера Байдена, который заявил, что не будут новые лицензии выдаваться на экспорт СПГ. Но если внимательно прочитать, что там написано, то все проекты, по которым уже состоялось окончательное инвестиционное решение, вне зависимости от того, уже начато строительство или только планируется, оставлены в силе. То, что в силе, это, если все получится, под 200 миллионов тонн СПГ или в пересчете на обычное состояние более 300 миллиардов кубометров. Разумеется, в Еврокомиссии обо всех этих планах хорошо известно. Известны сроки, когда это должно произойти, 27 год. Отсюда и сроки в этом законодательном акте Repower EU. Так что вот пункт первый. Если мы размышляем о том, чтобы Россия по-прежнему продолжала выкачивать деньги за счет поставки природного газа, за счет поставки СПГ из европейских компаний, из европейских стран, то вот все, что у нас осталось в запасе, это 2 года. Поэтому, пункт первый, давайте расслабимся. То, что было сказано Путиным в апреле 2022 года, переориентация России на юг и на восток, вот то, что нас должно интересовать, а не то, что происходит по ту сторону наших западных границ. Теперь, что касается инициатив Турции. Турция по-прежнему рассчитывает на европейский газовый рынок как на нечто перспективное, хотя мы видим, с какой скоростью
спрос снижается, и очевидно, что это такой долговременный уже процесс, вряд ли его удастся остановить, поскольку деиндустриализация Европейского Союза потихоньку набирает темп. Крупные потребители электрической энергии, предприятия, использующие природный газ и нефть как химическое сырье для химической переработки, потихоньку исчезают и исчезают в разных направлениях. Кто-то уходит на восток, в Китае, где огромный рынок для конечной продукции, кто-то уходит в Соединенные Штаты, где намного более симпатичные условия для работы, в 4 раза ниже стоимость газа, в 2 раза ниже стоимость электроэнергии. Процесс пошел. Процесс не будет быстрым. Любая реальная промышленность, она достаточно инерционна, большая машина пока развернут. Тем не менее, идея турецкого газового хаба с участием России или без участия России все равно жива. Напомню, что помимо поставок в Турцию трубопроводного газа из России по Голубому потоку и по Турецкому потоку, поставки осуществляет Иран, поставки осуществляет Азербайджан. Потихонечку растет собственная добыча. Недавно прошла информация о том, что морская платформа для добычи газа прошла Босфор и Дарданеллы. Соответственно, месторождение Сакария, которое было открыто в прошлом году, тоже будет наращивать объемы добычи. Вне зависимости от того, будет поступать российский газ или нет, у Турции имеются два, как минимум, внешних трубопроводных поставщика, Иран и Азербайджан. И вот они стали дополнять это поставками СПГ. Контракты не самые объемные, но долгосрочные, то есть рассчитывают играть на этом поле достаточно серьезно. Я не знаю, как оценивают турецкие эксперты вот эту перспективу. Проблема не столько в том, сколько газа может поставить Турция, сколько в готовности европейских стран, европейских компаний этот газ покупать. Во-первых, насколько велик будет спрос, во-вторых, есть ли готовая инфраструктура для приема большого объема газа. У европейских стран есть свои проекты, в том числе вертикальный газовый коридор, за счет использования трансбалканского магистрального газопровода СПГ, который можно получать через регистрационные терминалы в Греции, может прокачиваться на север, вплоть до Польши. Польша имеет свои регистрационные терминалы, есть соединение с газовой системой Литвы и ее регистрационным терминалом. То есть, поскольку все это работает в режиме интерконнектора, есть возможность поставлять газ как с севера на юг, так с юга на север, вписывается вот в эти проекты инициативы Турции, мне сказать сложно. Опасаться Турции, ну, с учетом того, что я только что сказала про этот Repower EU и про то, что падает спрос на европейском рынке газа, стагнирующий, падающий, как угодно его называйте, относиться к этому с таким вниманием, которое уделяют всем этим процессам наши многоуважаемые СМИ, в том числе и СМИ федеральные, ну, мне кажется, нецелесообразно. Волноваться из-за того, что в любом случае будет закончено в 2027 году, ну, мне кажется, это не то занятие, которым стоит заниматься. Тем более, что в конце года закончится договор о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины. Удастся ли его в том или ином виде продлить, я имею в виду переход на европейскую систему проведения аукционов транзитных мощностей газопроводов или смена точки передачи прав собственности. Если сейчас в долгосрочных контрактах, которые в России есть с рядом европейских компаний, ну, прежде всего, Австрия, Чехословакия, Чехия, Словакия, Венгрия, это Баумгартен, достаточно сменить эту точку передачи на текущую границу России и Украины, и, соответственно, все возражения уже снимаются. Не снимается возражение, что в том случае, если будет прокачиваться российский газ через газотранспортную систему Украины, в любом случае, как бы это юридически не оформлялось, необходимо межоператорское соглашение. Межоператорское соглашение между «Газпромом», который
является владельцем и оператором единой системы газоснабжения России и компания-оператор газотранспортной системы Украины. А, любые переговоры с российскими компаниями, с российскими юридическими лицами, действующим режимом в Киеве, запрещены. Так что удастся это продлить, не удастся. Какое-то время можно использовать турецкий поток, который за пределами территории Турции называется Балканским, проходит через территорию Болгарии, Сербии, заканчивается в Венгрии. Но 27 год в любом случае совсем недалеко, так что возможность поставлять вот сюда, но, может быть, каким-то образом удастся сохранить отношения с Сербией, если она за это время не примет окончательное решение о своем вступлении в Евросоюз. Так что мне кажется, что вот то пристальное внимание, которое уделяется всему этому, это не то, чем стоит заниматься. Мне кажется, что значительно интереснее те перспективы, которые появляются в связи с появлением новых соглашений о сотрудничестве в газовой отрасли с Исламской Республикой Иран. Это намного интереснее, просто в силу того, что это возможность поставлять наш газ на побережье Персидского залива, намного интереснее, потому что две страны-чемпионы по рестрикциям в свой адрес со стороны коллективного Запада – это Россия и Иран. Если мы общими усилиями сможем освоить крупнотоннажное сжижение природного газа, то это все-таки не Северный морской путь, это немножко ближе к тому рынку газовому, который, на мой взгляд, с каждым годом становится только все более перспективным. Я имею в виду рынок Юго-Восточной Азии. Турецкие маневры, одновременно подписывая долгосрочные контракты о поставках СПГ из Соединенных Штатов, второй рукой писать заявление о вступлении в БРИКС, ну, то есть если будет проводиться мировой или галактический чемпионат по сидению на десятках стульев, то Эрдоган будет тренером, либо председателем жюри. Ничему удивляться здесь не приходится, ничего нового мы не увидели. Борис Леонидович, Турция все-таки энергодефицитный регион и растущий рынок газа. А вот не подвинет ли интересы «Газпрома» данный вот интерес к американскому СПГ? Зависит исключительно от состояния экономики Турции, несмотря на то, что это и рынок растущий, и страна прикладывает максимум усилий для собственного развития. Не стоит забывать ту ситуацию, которая сложилась с турецкой лирой. Не стоит забывать о том, что рост ВВП отнюдь не так высок, как хотелось бы. И дорогой СПГ, получит ли он спрос внутри Турции, ну, мне сказать сложно. Тем более, что когда мы говорим о газовом рынке, мы все время умудряемся забывать об атомном секторе. Хотя опыт Белоруссии наглядно показал, что два блока, работающие белорусской атомной электростанции, это минус 5 миллиардов кубометров спроса на газ. Запуск первого энергоблока атомной электростанции «Аккуа» состоится в следующем году. Блоков там 4. Соответственно, стоит помнить, что это можно считать дополнительным источником газа. Если Турции удастся работать в том же режиме, как и Белоруссия, 4 энергоблока – это минус 20 миллиардов кубометров природного газа, который на внутреннем рынке Турции просто не потребуется для производства электрической энергии. Каких-то серьезных планов о газохимическом производстве в Турции я пока в открытых источниках не видел, может быть, появится, но пока мы об этом ничего не слышим. В этом случае Турция тоже будет на самом деле готова к такому развитию, потому что любое химическое производство, любое химическое преобразование природного газа энергоемкое, вот атомная электростанция, имеющиеся возможности продолжать поставки, переговоры с турецкими компаниями идут как раз вот сейчас в режиме онлайн. Мы пока не знаем их результатов, и неизвестно, узнаем ли мы о них. В силу сложившейся вокруг России обстановки мы не сильно заинтересованы в рекламе наших достижений. Я надеюсь, достаточно корректно выразился. Если кто-то не понял, о чем я говорю, напомню, что совсем недавно были весьма серьезные проблемы с проведением платежей между Россией и Турцией. Вот, чтобы подобных сюрпризов не получать, в
включен режим тишины, об этом тоже стоит помнить. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube блокирует, пока нас окончательно не заблокировали, чтобы нас не потеряли, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях происходящего. Спасибо, до новых встреч. Следите за нашим телеграм-каналом, новости о нашем проекте прежде всего появляются именно там. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.